Ох, и мясо у меня отличное, а сезон шашлыка еще не скоро. Знаете, шашлык ведь готовят не только в России, не только в Средней Азии и на Кавказе. Шашлык готовят в Индии, Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке. Везде готовят люди шашлык, потому что это очень вкусно. Но сегодня я хочу вам показать блюдо, которое можно приготовить, ну даже, скажем так, в квартирных условиях. При этом по вкусу оно будет ничуть не хуже шашлыка. А может быть даже в чем-то и поинтереснее. Уж во всяком случае эффект на ваших гостей вы произведете несомненно. Лук порезал вот такими чешуйками, достаточно крупными. Ни в коем случае не полукольцами, а вот такими чешуйками. Чтобы лук ничем не отличался от ломтиков других овощей. Очень тонко нарезаю морковку. И редьку. Одним словом, все, чем можно закусить, нарезаем тоненькими ломтиками. И попробовать не мешает. Не горчит ли? Вкусна ли редька? Болгарский перчик 3 разных цветов. Еда должна радовать глаз. Еда должна радовать обоняние. Еда должна радовать даже слух. Не верите? Вы сегодня в этом убедитесь. Помидоры. Ну что их готовить? Ботва как пахнет. Прямо свеженьким огородом. Их располовинил. Да и все. Для овощной части будущего мясного блюда, пожалуй, что достаточно. Разве что зелени немного добавить. Какой-нибудь ароматный. Вот так. Вот так. Этот мини-базилик. Пусть радует глаз, пусть радует обоняние. Фиолетовый? Ну, фиолетовый, пожалуй, что можно и накрошить. Довольно крупно. Красиво? Да, очень красиво. Однако, не соленая еда вкусно не бывает. Немного соли и немного масла. Ну, приличного масла. Такое, которое не стыдно и съесть. Буквально ложечку, ну, максимум 2. Кто вам считает? Мясо. Мясо будем мариновать на шашлык и еще кое на что. У меня в руках отличный кусок очень нежной говядины. О, такое прям самое, что ни на есть шашлычное мясо. Однако кусочки должны быть несколько помельче, чем мы привыкли. Вот такие, пожалуй, что будут в самый раз. Видите, мясо даже в сыром виде очень нежное. И очень важно сохранить его нежность. Остальное мясо я нарезаю тоненькими ломтиками, чтобы они были готовы буквально за 30-40 секунд. Предполагаю, что многие мне не поверят. Как это мясо и будет готово за 30-40 секунд? Спокойно, товарищи, не переключайтесь, не торопитесь, не волнуйтесь. Вы сейчас все сами увидите. Вы увидите самый удивительный способ приготовления мяса. Не очень много мяса, да? Грамм 150, может быть 200. Но таковы правила. Кто положит больше, у того ничего не получится. Теперь щепотка соли. И вот без чего вы не обойдетесь. Скажете, ну да, Сталик, шашлык, да, конечно. Как же шашлык, да, вот без этого. Нет. Без этого можно обойтись. Но маринад без вот этого не обойдется. Совсем чуть-чуть. Буквально 25-30 грамм. Ох, звук какой родной. Еще к маринаду я добавлю совсем немного вустерского соуса. Ну, кто не знает, что это такое, наберите в интернете, посмотрите. Ликвидируйте пробелы в кулинарном образовании. О, запахло очень приятно, очень вкусно. Вот и все. Пусть постоит в сторонке. Вот это мясо, ну то, что на шашлычке, я тоже немного присолю и солью его корейским соусом. Корейским соусом для бульгоги. Бульгоги – это чрезвычайно любимая корейская разновидность барбекю. Ну, буквально пару ложечек. Хорошо, 3. Кто вам считает? Красиво? Ну, раз красиво, значит и вкусно будет. Тем более, что сейчас дело дошло до курятины. Ох, курятина.
Знаете, ведь и курятину можно приготовить очень вкусно. Не менее вкусно, чем мясо. Самое главное, не забывайте заветы дяди Сталика. Сначала буквально 20 грамм, вот больше не надо. 20 грамм вот этого самого. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть соевого соуса. А теперь опять корейский маринад, но на этот раз для курятины. 2 ложек будет достаточно. Густой, красивый, вкусный. Меня спросят, где нам найти такой маринад? У тебя есть, у нас нету. Пойдите в магазин, купите любой готовый маринад. Вам не нравится эта идея? Тогда приготовьте маринад сами. Самое главное, чтобы он был вот такой, густой, обволакивающий. Видели, как у меня все было нарезано? Что говядина, что курятина. Очень тонко. Поэтому замаринуется это буквально за 5-10 минут. Ровно столько же минут нам потребуется для того, чтобы разогреть как следует чугунные сковородки. Полюбуйтесь. Видели, какие у меня сковородочки? Очень симпатичные. А здесь вот подставка под горячее. Жалко, что нету крышек для этих сковородок. Ну ничего страшного. Взяли фольгу и сделали вот такие пилотки. Накроешь, и будет все так, как надо. Какая разница мясу или курятине, чем ее там сверху накрыли? Никакой разницы нету. Все, ставьте и нагревайте. Пусть сковородки раскалятся, ну не до малинового цвета, но градусов до 300, 270. Вот это будет хорошо. Еще одна сковородка, потяжелее, помощнее. Ну и горелка для нее. Как раз такая, как надо. Под размерчик. Пусть себе стоит и спокойно нагревается. Терпим, ждем. Буквально через 5-6 минут вся еда будет готова. Сковородочки разогреты. Что надо. Теперь небольшую часть овощей. А точнее лука, болгарского перца, ароматной зелени, морковки и даже редьки смешиваем с курятиной. Ну и все содержимое мисочки. Раз и на сковородку. Накрываю сковородку колпаком. Вы смотрите все в режиме реального времени. Снимаю. Накрываю. Несем на стол. Пока донесем до стола, курятина будет как раз готова. Ну а теперь с мясом все то же самое. Перемешиваем мясо и овощи так, чтобы мясо не лежало одним комком, а чтобы оно было равномерно распределено между слоев лука, морковки и прочих овощей. Все то же самое. Выкладываем на сковородочку. Кто сказал, без живого огня не то, без живого огня не то? Вот вам самый настоящий живой огонь. Пусть прогорает. И как только прогорел, это значит, алкоголь полностью испарился и сгорел. Накрываем крышечкой и несем на стол. Ну а как же насчет шашлыка? Вот насчет шашлыка придется подождать лето. Вот лето красное настанет, вынесите свои мангалы, приготовите шашлык, а подавать его будете не просто так. Подавать вы его будете с пах-пахом. Смотрите внимательно. Сталик Ханкишиев все показывает. Вот это, ребята, шашлык из курятины. Из другой курятины. Я там за кадром замариновал. Какая разница, в конце концов. Все очень просто. Половину овощей одним махом на раскаленную сковородочку. Сверху шашлычок. Все это поливаем одной рюмочкой идеальной горючей жидкости. И поджигаем. Вот вам живой огонь. Как только огонь потух, накрываем крышкой и несем на стол. Все готово. Освобождаем сковородку и снова ее на огонь. Вот теперь наливаем немного масла на сковородочку и сразу же на это масло
шашлык. Успел остыть шашлык. Да ничего страшного. Вот так вот. Пусть лежит. Овощи, да зелень поверх шашлыка. Буквально капельку горючего. И вот он. Настоящий живой огонь. Вот так прям бери и прямо вот так заноси. Заноси, показывай гостям, какой ты крутой, как ты умеешь и как у тебя из-под рук огонь вырывается. Но это все ладно. Это все было красиво, понтово, да, и, несомненно, вкусно. Ну, как может быть шашлык невкусный? Как можно приготовить невкусный шашлык? Я вас спрашиваю. Накройте, чтобы не остывало. Нам еще поужинать надо. Давайте посмотрим, как получилась курятина, как получилась та говядина, которую мы просто сняли вместе с горячей сковородой вот сюда и поставили на стол. Неужели это можно кушать? Ну, во-первых, курятина. Даже не та, которая лежала там на дне. Та, вне всякого сомнения, полностью готова. Даже та, что наверху. Идем сюда, идем поближе. Вот она. Вот она, курочка. Вот она. Посмотрите. Разве это не готовая курятина? Ни капли розового, нигде не кровит. Абсолютно готовая. Она просто нежнейшая. Это невероятно вкусно. А как говядина? Как говядина? Как говядина, я вас спрашиваю. Вот это полностью готовая говядина. И вы видите, да? Вы видите, как она просто вот под пальцами рвется на кусочки. Ее и жевать не надо. Бери и закусывай. Нет второго такого блюда, которое бывает готово буквально за 5 минут. Приятного аппетита, дорогие друзья! Слушай, мужики, а как там шашлык, а? Интересно ж. Налетай! Налетай, пока не поздно. О. Ну, вы это там пока поснимайте немножко. А я перекушу. Ладно? Дорогие друзья, это новая книга, которая называется «Сталик Видеобук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально и, разумеется, фотографии шурпа, бозбаш, борщ, зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, бозбаш. Все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня, и в Ютубе, но в книге они изложены гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама, очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео, но следом идет суп совсем без мяса, из одной только чечевицы. Чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей. Я вам ручаюсь. И как можно было обойтись в такой книге, скажем, без лагмана? Зеленый борщ с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота?
бешбармак, кяля-пача, это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо, и начинаются основные блюда. Может, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут, ум отъешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки, немножко по-другому, но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по этой книге приготовите обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или дом ляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан-мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь самые лучшие песни Сталика Ханкишиева. Поэтому если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому. Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы. И я даю ответы на каждый ваш вопрос вот во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные. Нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов. Ну, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А, допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне. То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса. Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить в духовке, круглую, слоеную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да? И почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост? Да? Татарский пирог Зурбалиш. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. Ну и такое блюдо, как бифстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бифстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре то, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины, точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. В одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите, лучше не придумать. Котлеты из индюшатины с начинкой. Одним словом, все эти рецепты... цыплята табака. А как обойтись без цыплят табака? Про пловы. Очень много про пловы рассказано. От самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов. Как приготовить плов самаркандский. Как приготовить шавля, мастава. Это жидкий плов. Это суп вместо плова из тех же самых продуктов. Самаркандский плов. Гречневый плов, плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов атахан. Это такой узбекско-азербайджанский мой вариант плова. Оши афгани, это так готовили бухарские евреи. Тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане, а узбеки и таджики их не знали, потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал.
Я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти-что не осталось. Считанные люди остались, там немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста. Прям в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере, те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал в Ютубе, и как мариновать мясо, как порубить фарш на люля-кебаб, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. И я расскажу вам, почему то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем в мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с деком, любыми другими сервисами, везде, где эти сервисы работают и куда доходит Почта России. Спасибо за внимание.